Всем привет! Иногда великая история начинается не с официального анонса, грандиозной сцены или пространного заявления. Порой все начинается с чего-то невероятно простого, поста в социальных сетях, нескольких фотографий и 2 коротких слов, которые мгновенно приковали внимание фанатов к одному человеку. Когда Тэхён вновь стал активен в соцсетях и поделился снимками Чингука, запечатлев его фирменное обаяние, одна конкретная деталь сразу же вызвала оживленное обсуждение. К первой фотографии Тэхён добавил лишь подпись «Этот парень». Все было предельно лаконично. И все же именно эта простота сделала подпись глубоко личной для тех, кто следит за каждым их взаимодействием. Никаких долгих объяснений или витиеватых предысторий, лишь короткая фраза, направляющая все внимание на Чингука. С этого момента каждая деталь публикации была замечена, проанализирована и по-особенному воспринята фанатами. Для тех, кто давно наблюдает за взаимоотношениями Тэхёна и Чингука, подобные моменты притягательны не потому, что подпись несет какой-то один конкретный смысл, а из-за того, как эти двое постоянно делятся маленькими знаками внимания, которые естественным образом привлекают публику. Казалось, Тэхён делился снимками Чингука с искренним восхищением, словно желая показать миру ту сторону своего близкого друга и коллеги по группе, которая, по его мнению, заслуживала всеобщего внимания. Чингук выглядел уверенным и харизматичным, а выбор Тэхёном столь краткой подписи придавал публикации атмосферу непринужденности и спонтанности. Именно такие моменты часто оставляют самое глубокое впечатление у фанатов Тэкуков. Тэкук — это не что-то тщательно спланированное, а небольшая деталь, перерастающая в важную тему для обсуждения просто потому, что она является частью отношений, за развитием которых люди наблюдают на публике уже много лет. Впрочем, на социальных сетях эта история не закончилась. На сцене, в частности, на кадрах с концерта в Торонто, внимание вновь переключилось на взаимодействие этих двоих. Одним из самых обсуждаемых моментов стал эпизод, когда Чингук снял рубашку прямо во время выступления, а Тэхён стоял неподалеку. Любительская запись запечатлела эту сцену с поразительной четкостью, показав, как сценическое освещение, движение Чингука и положение Тэхёна создали визуальный образ, мгновенно покоривший зрителей. Чингук двигался с непринужденной уверенностью, а Тэхён оставался рядом, чутко реагируя на происходящее на сцене. Всего за несколько секунд короткий фрагмент выступления превратился в один из самых обсуждаемых моментов. Особую выразительность происходящему придавал тот факт, что все это разворачивалось на масштабном концерте, на глазах у тысяч зрителей, в момент, когда у каждого участника были четко определенные позиции и своя партия. И все же камеры фанатов часто фиксируют моменты, не предусмотренные сценарием. Взгляд, спонтанная реакция, близость друг к другу или даже едва уловимое движение могут ярко выделиться при просмотре записи. В данном случае внимание многих поклонников привлекла чуткость Тэхёна к происходящему вокруг. Не требовалось никаких долгих разговоров, атмосферы сцены, выражений лиц и той легкости, с которой они делили одно пространство, было достаточно, чтобы у зрителей, наблюдавших за их взаимодействием, возникло множество интерпретаций увиденного. Затем наступил один из самых забавных моментов концерта в Торонто. Во время исполнения группой BTS песни «Butter» атмосфера, поначалу следовавшая стандартной хореографией, внезапно сменилась спонтанной игрой между участниками. Казалось, Тэхён и Чингук погрузились в свой собственный мирок. В середине песни они, словно вспомнив опыт военной службы, начали разыгрывать шуточные приемы нападения и защиты. В какой-то момент они даже практически одновременно опустились на пол. Эта синхронность была настолько неожиданной, что превратила происходящее на сцене в хаотичное, невероятно смешное и полное жизни зрелище. Джин, находившийся неподалеку, на мгновение растерялся, когда обернулся и обнаружил, что пространство рядом с ним внезапно опустело. Ему потребовалось несколько секунд, чтобы осознать, Тэхён и Чингук уже сидят на полу, увлеченные своей импровизированной игрой. И как раз когда Джин решил присоединиться к ним, чтобы не упустить веселье, ситуация вновь изменилась. Почти в тот же миг Тэхён и Чингук поднялись, оставив Джина одного на полу. Этот короткий эпизод мгновенно стал одним из самых комичных моментов выступления.
Особую выразительность этому моменту придает скорость их реакции. Кажется, будто Тэхён и Чингук интуитивно чувствуют, когда нужно сменить позицию, не нуждаясь в долгих объяснениях или инструкциях. Для многих зрителей подобные эпизоды демонстрируют мощную невербальную слаженность, выработанную годами совместной работы. Одно небольшое движение мгновенно встречает ответный жест, за считанные секунды разворачивается спонтанная игра. А когда ситуация меняется, оба способны адаптироваться практически одновременно. Камера фиксирует все от начала до конца, легкий хаос посреди выверенной хореографии, растерянный взгляд Джина и двух участников, которые, похоже, наслаждаются собственной игрой, совершенно не заботясь о том, что будет дальше. На фоне жесткого графика и строгой хореографии масштабного концерта именно такие спонтанные моменты часто кажутся наиболее искренними и запоминающимися. Затем внимание фанатов привлекло небольшое, уже знакомое по прошлым видеодействие, фирменное рукопожатие Тэхёна и Чингука, завершающееся характерным движением пальцев. Стороннему наблюдателю это могло показаться обычным приветствием или шутливой игрой. Однако для тех, кто следил за их влогами и другими записями, этот жест мгновенно узнаваем. Тэхён уже демонстрировал его в совместном видео с Чингуком, и появление этого жеста на сцене сразу же напомнило о тех прежних моментах. Во время приветствия их внимание, казалось, было полностью сосредоточено друг на друге, создавая впечатление, будто они участвуют в хорошо знакомом, привычном ритуале. Сравнение момента из влога с живым выступлением делает эту деталь еще более любопытной. Движения идентичны, слаженность выглядит естественной, и нет ощущения наигранности или преувеличения ради камеры. Именно эта простота и восхищает фанатов. Маленькие привычки часто кажутся более личными, поскольку они повторяются без необходимости в пространных объяснениях. Для некоторых поклонников тэкуков тикук – это рукопожатие, лишь один из множества фирменных жестов, накопившихся за годы совместных моментов. Дело не в том, что один жест может определить характер их отношений целиком, а в том, что повторение этой привычки свидетельствует о глубоком взаимопонимании и близости, существующей между ними уже давно. Позже еще один пост Тэхёна вызвал новую волну обсуждений. К следующей фотографии он добавил подпись «Если подойдешь слишком близко, могу укусить». Эта фраза мгновенно вызвала самую разную реакцию. Кто-то воспринимал это как безобидную, милую шутку, тогда как другие фанаты пытались связать это с той особой близостью, которую они часто замечали в отношениях Тэхёна и Чингука. Очевидно было одно: выбранные слова задавали совсем иной тон по сравнению с предыдущей подписью. Если раньше он просто писал «этот парень», то на этот раз использовал куда более выразительную и игривую фразу. Два поста, два разных стиля, и все же оба заставили фанатов обратить внимание на каждую деталь. В мире BTS даже незначительные взаимодействия часто перерастают в важное событие, ведь миллионы людей годами следят за творческим путем этой семерки. За каждой шуткой, привычкой или жестом стоит долгая история, хранящаяся в памяти поклонников. Поэтому, когда Тэхён публикует фото Чингука или они демонстрируют привычные для них манеры поведения, это неизменно вызывает живой отклик у публики. Кто-то видит в этом лишь крепкую дружбу, тогда как фанаты пары Тэкук-Тикук усматривают нечто более глубокое. Но как бы ни трактовались эти моменты, они ясно указывают на одно: Тэхёну и Чингуку невероятно комфортно друг с другом. Еще один эпизод во время концерта показал, как спонтанно может проявляться их внимательность друг к другу. На одной из видеозаписей видно, как Тэхён тянется к Чингуку в тот самый момент, когда ситуация на сцене меняется за долю секунды. Это движение было мимолетным, почти рефлекторным. И все же именно такие спонтанные действия часто привлекают всеобщее внимание, ведь они не требуют слов. Пока продолжала звучать музыка, а тысячи зрителей были увлечены шоу, этот небольшой жест попал в объектив камеры. Тэхён не упускал Чингука из виду, даже продолжая слаженно выступать. Казалось бы, простой жест, но его оказалось достаточно, чтобы фанаты вновь заговорили о той близости, которую они наблюдали между ними.
Особую выразительность этим моментам придает то, что они разворачиваются в напряженной атмосфере масштабного концерта. Здесь нет времени на паузы или объяснения происходящего. Музыка звучит, камеры продолжают запись, а артисты обязаны исполнять свои партии. В таких ситуациях спонтанные реакции становятся особенно заметными. Кто-то протягивает руку, кто-то делает шаг навстречу, и уже через секунду выступление продолжается так, словно ничего не случилось. Для зрителей в зале все это может промелькнуть мгновенно, но для фанатов, пересматривающих запись, каждая секунда превращается в важную деталь, заслуживающую внимания. Бывают моменты, когда Тэхён демонстрирует сторону, которую поклонники называют режимом SDT, термин, связанный с его резкими, четкими движениями и манерой держаться, напоминающими тактическую выучку. В это же время рядом находится Чингук, который по ходу песни перемещается за спину Тэхёна. С определенных ракурсов их взаимное расположение напоминает фанатам о временах их военной службы. Тэхён излучает уверенность и собранность, а Чингук остается поблизости, продолжая исполнять свою часть номера. Такое сочетание позиций, движений и тайминга неизменно вызывает новую волну обсуждений среди поклонников. И все же, если сложить все эти фрагменты воедино, самым примечательным оказывается не какое-то одно фото, рукопожатие или конкретный эпизод на сцене. Настоящая сила кроется в непрерывном потоке мелких деталей, короткой подписи, взгляде, пойманном камерой, спонтанной игривости во время исполнения песни, ботр, синхронных движениях, фирменном рукопожатии или рефлекторно протянутой руке. Эти моменты относятся к разным временам и ситуациям, но вместе они рисуют картину отношений двух людей, которые привыкли работать, шутить и делить одно пространство друг с другом. Тэхёну и Чингуку не всегда нужны слова, чтобы привлечь внимание фанатов. Часто именно в моменты тишины камера фиксирует взаимодействие, которое затем становится предметом обсуждения. То, как они реагируют друг на друга, интуитивно подхватывают игру или возвращаются к привычным жестам, позволяет зрителям увидеть связь, сложившуюся за долгие годы. Подобная близость может иметь разный смысл для каждого наблюдателя, и фанаты, разумеется, вольны трактовать ее по-своему. Однако в этих записях невозможно не заметить одно, насколько естественно выглядят Тэхён и Чингук, когда делят друг с другом один и тот же момент. И, пожалуй, именно поэтому за их взаимодействием всегда так интересно наблюдать. Дело не в том, что происходящее неизменно отличается грандиозностью или драматизмом, скорее, причина в том, что даже посреди концерта, наполненного ослепительными огнями, музыкой и десятками тысяч зрителей, они умудряются создавать особые, камерные моменты, словно существующие в их собственном, отдельном мире. От простой публикации Тэхёна с Чингуком до игривого хаоса на сцене в Торонто, от возвращения их фирменного приветствия до мгновения спонтанной слаженности, длящегося всего секунду, каждый такой эпизод становится частью истории, которую фанаты бережно хранят в памяти. В конечном счете, камера способна запечатлеть лишь то, что лежит на поверхности: фотографию, жест, мимолетную шалость, взгляд или движение, происходящее в долю секунды. Все остальное каждый зритель воспринимает через призму собственного уникального взгляда. И все же концерт в Торонто подарил множество незабываемых моментов. Тэхён и Чингук вновь продемонстрировали ту самую химию, благодаря которой за их общением так увлекательно следить на протяжении многих лет, сочетание спонтанности, душевной близости, юмора и удивительной, естественной слаженности действий. И когда сценическое освещение менялось, музыка продолжала звучать, а тысячи фанатов уносили с собой личные воспоминания, эти маленькие фрагменты продолжали жить в видеозаписях. Они служат не столько исчерпывающими ответами на все вопросы, сколько поводом вновь и вновь возвращаться к увиденному, пересматривать каждую секунду и гадать, какие еще маленькие, но особенные моменты они создадут вместе в следующий раз.